Сегодняшний день на нашем треке будет самый интересный с точки зрения содержания контента. Почему? Потому что сегодня у нас есть возможность показать прекрасные кейсы от наших заказчиков и партнеров. Как будет обстоять сегодняшний день? Сначала 2 сессии подряд у нас выступают заказчики и партнеры со своими кейсами. Далее панельная дискуссия после обеда. И потом тренинг, на который я вас всех обязательно приглашаю. Тренинг будет интересный. А кроме того, что будет интересным контент, я по-прежнему приглашаю вас в нашу группу, Ямерскую. Вы видите на нее ссылку, периодически она здесь проходит. Можно сделать, сфотографировать через QR-код, можно через ссылку зайти. Если вдруг проблемы со входом, такое иногда случается с некоторых адресов, пожалуйста, подойдите ко мне, я вас руками добавлю. И еще одна прекрасная вещь, которую можно сегодня сделать и получить. Вы знаете, что на ресепшене у нас есть бланки оценки. Стоит всего лишь заполнить бланк оценки, вы получите памятный сувенир на всю жизнь в виде прекрасной оранжевой футболки. Пожалуйста, сделайте это. Нам будет очень приятно получить вашу оценку. Итак, прекрасного дня. Представляю вам Романа Солдатенкова и Сергея Королева. Приветствуйте. Спасибо, доброе утро. Мороз и солнце, день чудесный. Собственно говоря, спасибо еще раз, что собрались. Мы с руководителем IT компании «Кадолья» расскажем о своем опыте внедрения Office 365. Постараемся опустить какие-то такие классические преимущества от Office 365 и расскажем вот то, что называется свой собственный опыт. Вот примерно так мы начинаем обычно презентацию для заказчиков, чтобы как-то показать вот эту расхожую фразу о том, что мир поменялся, мы показываем вот такую фотографию. Это папский конклав, Ватикан, 2005 год. Если посмотреть справа внизу, можно заметить один несчастный мобильный телефон. А вот эту вот картинку вчера вы, наверное, уже видели. Это, собственно говоря, тот же папский конклав, но уже в 2013 году. И тут, куда ни посмотри, мы везде заметим мобильные телефоны, планшеты, другие девайсы. Мир ли поменялся? Ну, можно и так сказать. Но мы внутри компании считаем, что прежде всего поменялись люди. На сегодняшний день пользователи, они уже не готовы мириться с тем, что они придут на работу в 9:00, включат свой персональный компьютер, почитают свою электронную почту, в 18:00 этот компьютер выключат, ну и уйдут с работы, забыв про нее. На сегодняшний момент пользователи просят большего. Пользователи готовы использовать свои собственные мобильные телефоны, свои собственные планшеты. Они просят IT-службу только об одном, о том, чтобы она обеспечила нормальную работу всех IT-сервисов внутри компании на этих устройствах. И мы для себя решили, что наиболее ценными и наиболее, наверное, адекватными нашему предложению по Office 365 клиентами будут компании, которые отвечают вот 3 таким большим тезисам. Первый тезис – это компетенции сотрудников как средство производства. Что это значит? Это значит, что мы ценим компании, в которых люди работают головой. То есть это компании, в которых сотрудник грамотный, адекватный, он ценится гораздо больше, чем менее компетентный сотрудник. Да? И этому сотруднику нужно обеспечить лучшие IT-сервисы, чтобы его компетенции по максимуму использовать, чтобы получать от этих компетенций какое-то конкурентное преимущество. Следующий тезис – это распределенные офисы и актуальная мобильность. В основном мы смотрим на компании, у которых есть офис не только в Москве, а даже если офис только в Москве, почему бы этой компании не обеспечить, скажем, торговым представителям возможность работать не из офиса? Почему, в конце концов, не разрешить секретарю, который вдруг заболел, поработать из дома? Почему отнимать возможность у руководства компании в командировке проверить электронную почту, оставаться со своими документами, просматривать какие-то новости внутри компании?
И третий тезис – долгосрочные проекты с корректными идеями и планами. Что мы тут имеем в виду? Мы смотрим на компании, которые действительно предлагают своим клиентам решение каких-то реальных проблем. То есть это не компании-однодневки, это не компании, которые продают какие-то странные, не очень понятные продукты, это не компании, которые занимаются какими-то темными схемами. Потому что у этих компаний, к сожалению, конкурентных преимуществ нет, да, они им и не нужны, собственно говоря. Значит, и Office 365, он им, конечно, будет полезен, но не в той степени, в которой он будет полезен настоящему бизнесу, который каждый день работает, каждый день задумывается над собственной эффективностью. Опять-таки, к разговору о долгосрочных проектах. Если компания рассчитывает в течение 2-3 недель что-то провернуть и закрыться, да, Office 365, он тоже ей поможет, да, потому что не нужно покупать лицензии, не нужно строить свою IT-инфраструктуру. Но мы все-таки рассчитываем, что компания пришла всерьез и надолго, и с каждым месяцем, с каждым годом они будут получать от Office 365 все более и более ощутимые преимущества. На сегодняшний момент это клиенты-новаторы, то есть это компании, которые первыми пришли в облако, это компании, которые решили рискнуть, и мы считаем, что этим риском они себе обеспечили большое конкурентное преимущество. Одной из таких компаний, которая прислушалась к нашему предложению, стала компания Кадоли. Компания Кадоли – это я, ее представляю. Я хотел сказать вот о чем, что на самом деле большого риска не было, когда мы взялись за Office 365. Более того, было, скажем, большое удовлетворение, что этот продукт нам предложила компания IT-партнер, и это было очень-очень кстати. Поясню. Но в частности, для того, чтобы было понятно о нашей компании, что это такое. Вот это накладывает отпечаток на требования и, следственно, на нашу удовлетворенность. Во-первых, это компания, состоящая из нескольких офисов в различных регионах. Наши офисы растут буквально каждый год, прибавляя по 5, 10, 15 человек. То есть это растущий такой бизнес. И кроме того, мы застраиваем поселки близ городов. И сейчас это 7 регионов. И сейчас активным является вот 6 наших проектов. И управляющая компания, находясь в Москве, должна управлять, контролировать, направлять, обмениваться опытом, организовывать обмен этим опытом и постоянно держать на контроле бизнес-показатели. И, естественно, поток коммуникаций очень велик. И это не open space, когда мы находимся в одном пространстве, можем бросить фразу или там переговорить в курилке и так далее, что тоже создает дополнительные, скажем, возможность передачи информации. А сделать так, что вот эти наши, ну, можно сказать, 14 офисов, потому что в каждом городе еще, там, есть в городе, есть за городом строительная площадка, и все это нужно создать ощущение того, что мы рядом, мы вместе. Так вот, чтобы пояснить, почему Office 365 стал очень даже кстати, мы исходили из того, что уже работали на продукте Microsoft. То есть до того мы для себя сделали сразу выбор, что мы работаем 1С. Это наше бизнес-приложение, которое мы генерируем первичную документацию. И продукты Microsoft – это офис-продукты, которые были привычны для наших сотрудников. Мы делаем опору именно на компанию крупнейшую, содержащую в себе огромный потенциал разработок и стремящийся к тому, чтобы все эти инструменты соединить в единый комплекс. Поэтому наше доверие к Microsoft, оно было изначальным. Вот это доверие не было обманутым, потому что вот сами продукты, они позволяют спокойнее, скажем так, и более качественно нам, IT-службе, представлять бизнесу этот сервис.
На самом деле, вот генеральный директор рассматривает топ-менеджмент в нашей компании и всех сотрудников как ресурс, который он имеет право эксплуатировать круглосуточно. И больше того, что есть как бы на рынке, мы не предложим, наша IT-служба этой девелоперской компании. Поэтому будем находиться в тех же условиях с конкурентами, что и остальное. Но на сегодняшний день мы это конкурентное преимущество уже будем иметь и будем им пользоваться активно настолько, насколько это позволит нам ситуация, в том числе и политическая. По сути, Office 365, он вписан в стратегию экодолия, да, но если, не дай бог, завтра там кто-то рубильничек вниз, соответственно, все равно компания продолжит работать. И... Да, с тем же подходом и будем ждать просто предложения на рынке. И все. Доброе утро, коллеги. Вопрос про мобильные устройства. Пользователи у вашей компании используют собственные мобильные устройства или вы все-таки снабжаете их каким-то более-менее стандартным оборудованием? Мы обеспечиваем мобильными устройствами своими. Было у нас из общего количества, сейчас у нас 173 лицензии, как бы пользователей, да, было 3 пользователя, которые захотели работать на своих устройствах. Это не представило никакой проблемы в связи с этим. Но политика у нас была, что мы вот до сегодняшнего дня именно на корпоративных устройствах с тем, чтобы, опять же, обеспечить бесперебойность. Мы брали модели, которые мы выверили, и с тем, чтобы IT-службы, так как у нас своей нет фактически, а это аутсорсинг, причем аутсорсинг, который IT-компания внешне могла быть любой, а это значит стандартизация этих устройств, стандартизация ПО, которое мы ставим, полностью лицензированное ПО, которое мы ставим, никаких там ворованных, серых и так далее. Мы решили, что это наиболее надежный способ работы, поэтому мы выбирали надежную модель, давали в руки и были уверены, что эта модель будет спокойно работать, и будет генеральный директор в любое время сможет достать этого человека, или, скажем, топ-менеджер, который... Тогда, продолжая вопрос, который вытекает из предыдущего, что с телекоммуникационным контрактом, как вы им управляете, потому что вопросы последней мили и доступа к сети никуда не делись. И что с данными, если пользователь покидает организацию? С данными? Да, теми, которые остались на устройстве. А у нас на устройстве фактически не остается, потому что мы что делаем? У нас данные, что это такое из себя представляет? Это, во-первых, Exchange, как бы, да? Поэтому мы просто вырубаем как бы это дело. А перед тем, как увольняться и ему получить мы все его данные как бы с его устройств, это 3 человека у нас было, как бы мы удаляем. А если мы говорим про данные в виде файлов, то у нас стратегия такая, что все держать на сетевой папке сервера локального, который он есть, с доступом удаленным опять же. То есть получается почтой остается, а файлы он должен держать на сетевых дисках. То, что он движется, скажем, в командировках, как бы это тот минимум, который может быть. Но мы почему говорим, все, если он подписывает контракт, он подписывает сразу при устройстве на работу, что вот у него, ну это, говорю, было всего 3 момента. Он подписывал бумагу о том, что компьютер как бы используется для служебных целей, и, следовательно, им полностью распоряжается сама компания. То есть это не его личный компьютер. Поэтому мы можем в любое время зайти, можем в любое время на его компьютер удален, можем удалить, можем закрыть, можем все что угодно. Когда он подписывает уже обходной листок при увольнении, мы как бы ему возвращаем этот компьютер. Я могу дополнить только тем, что в Office 365 есть очень простой и очень удобный механизм. Там есть временные пароли, так называемые, которые генерит сам Office 365. То есть вы всем приложениям на компьютере, на телефоне задаете временные пароли. Если, не дай бог, потерялся телефон либо ноутбук, эти пароли просто в браузере вот прям удаляются, и, соответственно, человек, который этот ноутбук нашел, он ничего не получит. В этом плане Office 365 он гораздо надежнее, чем какие-то вот другие альтернативные решения. И гораздо проще даже с точки зрения не айтишников. Потому что пользователь, он сам может понять, что такое временный пароль. И каждый адекватно грамотный пользователь, он понимает, что информация, она должна быть защищена. Но от того, что какой-то злоумышленник решил какие-то нехорошие действия выполнить, тут уже
IT-политики компании должны соблюдаться. У нас группа поддержки, у эти партнеры целая, и поэтому подсказывает Дмитрий. Дайте Дмитрию микрофон. Дмитрий — это прощения. наша техническая экспертиза. Да, здравствуйте, меня Дмитрий зовут. Я инженер по Office 365, по облачным сервисам компании. Я хотел сказать, что если сотрудник хочет навредить, то есть вот, ну там, испортили ему жизнь, и он при увольнении хочет там данные компании куда-нибудь удалить, то в Office 365 на корпоративных тарифных планах есть такая услуга, как досудебное удержание. То есть администратор по там, указанию руководства просто, ну, условно говоря, ставит галочку, и если сотрудник удаляет данные, они никуда не денутся. Он будет думать, что он их удалил, но на самом деле они останутся. И руководство всегда сможет эти данные достать. Да, это очень важно для Это, публичных компаний. Плюс И наши клиенты просят иногда такое сделать. Это вот, ну, как бы компанию обезопашивает в каком-то плане. То есть можно, ну, вот как бэкап такой делается. Сотрудник думает, что удаляет, вредит, а на самом деле не получается. есть еще такой момент, что можно застраховаться политиками Exchange Online от пересылки конфиденциальной информации. То есть если Exchange будет видеть, что в письме какая-то связка слов отправляется, да, которую вы можете назначить, он просто не даст отправить это письмо. То есть такие инструменты есть. Вот мы, когда говорим удобные инструменты в нужный момент, мы в это вкладываем как раз-таки все возможные ситуации. То есть если вы внутри компании процессы правильно прописали, а мы это все настроили как партнер, у вас в дальнейшем никаких вопросов возникать не должно. Там, хочет навредить сотрудник, не хочет, случайно он это сделал, не случайно, информация все равно осталась у вас. Коллеги, сейчас прошу прощения, но это крайний вопрос. Вы можете продолжить задавать свои вопросы нашим уважаемым коллегам в Ямере. Вы видите, что беседа идет, пожалуйста. Есть возможность задать столько вопросов, сколько есть, и получить исчерпывающий ответ. Коллеги подключены, смогут дать вам полный развернутый ответ. И мы ждем вашу презентацию, выложенную к нам в Ямер. Хорошо? Конечно. Спасибо. Еще один вопрос? Извините, крайний вопрос как раз вот этот вот будет. Вопрос возник в связи именно с тем, с вашей особенностью, что у вас много, как вы сказали, небольших офисов, вот, по 10-15 человек распределенных, централизованные ресурсы. Вот, собственно говоря, вопрос состоит в том, насколько остро при переходе на Office 365 перед вами стал вопрос апгрейда или создания альтернативных каналов связи, именно офисов, обеспечения их связью с интернетом. Насколько это стало для вас сложным и затратным? И второй вопрос, тоже, наверное, в этой же струе. Во что вам обошлось обеспечение, ну, может быть, новые компьютеры потребовались, допустим, под рабочие места для работы с Office 365, что-то еще, вы телефонами своими обеспечиваете людей, может быть, так сказать, из-за того, что необходимо обеспечить их работу с Office 365. То есть перед руководством насколько серьезный бюджет возник из-за внедрения Office 365? Да, вопросы понятны, но я повторюсь, что на самом деле в 2012 году мы уже имели все сервисы на Office 2010. И единственное, что у нас был локальный портал, то есть SharePoint, который мы экспериментально там поставили, собирались развивать. У нас был Skype, то есть это как бы не относящееся, да, к этому. И у нас был Office 2010, то есть комплект. А все, что сервисы, я говорю, связаны с Skype и Office, и мобильные устройства, ноутбуки, я имею в виду, и коммуникаторы, да, и проблемы с последней мили, которые мы решали именно через радиоканал, допустим, если это, ну, будка, скажем, с 4 технарями, которые сидят на стройплощадке, и офис, допустим, где-то. Мы их обеспечивали уже интернет-каналом. То есть это не относится к Office 365 как дополнительные требования. Мы, единственное, что я говорю, бюджет, который мы заложили
на 2013 год, он уже включал в себя все необходимые затраты, связанные с лицензированием исключительно, только лишь. Ничего. И когда Office 365 только лишь поступил к нам предложение, мы сказали: ого, да это еще можно на аутсорсинг и Exchange отдать сразу. То есть из бюджета мы вычеркнули покупку серверов, просто вычеркнули это и все. И плюс еще мы получаем массу плюсов, которые на уровне интеграции как пакет. И возможность еще и лицензирования просто включать и отключать. Потому что у нас дышащий состав растущий. Мы можем не на год включить сразу, а просто включили еще. И ежемесячные счета, которые нам Microsoft выставляет, позволяет нам очень гибко планировать бюджет. Вот мы получили не дополнительные проблемы, а снятие массу вопросов и гибкость управления этого. Потому что вне зависимости от того, Office 365 никаких дополнительных требований к нам не наложил с точки зрения технических. Это больше связано было с операционной системой 8, к которой мы переходили. Там просто нужно было у некоторых моделей нарастить оперативную память. Вместо 4 – 6. Что-то более надежно там работало, и все. Потому что мы работаем, в общем-то, с браузер-инструментами в основном, если мы говорим про онлайн. Коллеги, огромное вам спасибо. Прекрасное выступление. Спасибо. Спасибо.